Петр Алексеевич Порошенко встретился с украинскими студентами-историками в Киевском национальном университете имени Тараса Григорьевича Шевченко. Львиная часть его выступления была посвящена, по традиции, Росії. Саме це писав Василь Ключевський, і я вимушений визнати, що інколи навіть російські історики казали правду. Я уверен, что это сенсационное высказывание Петра Алексеевича Порошенко о том, что российские историки, он вынужден был признать, иногда говорили правду, будет записано золотыми буквами на скрижалях как раз таки истории. Ну а дальше Алексеевич рассказывает о том, что народ у нас опять-таки мудрый, потому что... Зараз, нині, от я дякую Богові, який українці мудрий народ, і яку вражаючу єдність вони зараз демонструють. Коли Господь нам послав такі випробування. Вот оно как оказывается. Оказывается, вот эти вот все испытания нам послал Господь. Это нам послала не революция и не сам Петр Алексеевич Порошенко своей политикой. Это послал Господь. А вообще кого он называет Господом? Вот только что понял вдруг. Зниження рівня життя. Вы не гневитесь, если что, на правительство, на президента за понижение уровня жизни. Вы сразу говорите: Господь, зачем ты нам это послал? Дальше Порошенко рассказывает о страшных вещах, о том, что у нас гибель людей, а потом обратите внимание на его лицо, когда звонит телефон. Великі жертви, які український народ платить зараз, заборонячи Україну. Прем'єр-міністр телефонує. Вообще, мне кажется, гаджеты слегка губят Петра Алексеевича Порошенко и уничтожают его имидж серьезного человека. Ему отключать все-таки стоит, когда он общается с кем-либо. Боронячи Україну від російської агресії, руйнує будь-які сценарії Путіна для того, щоб забезпечити внутрішню нестабільність. Вот здесь вот очень важно. Некоторые люди утверждают, что Петр Алексеевич Порошенко несет, что попало. Бывает, и такое, спорить не буду. Но иногда его слова точно выверены. И тот, кто пишет ему эти тексты, тот, кто вкладывает это в уста Петра Алексеевича Порошенко, он точно знает, что он делает. Смотрите, оговорка Порошенко, когда он рассказывает о политическом классе, который дестабилизирует обстановку в стране, тем самым играя на руку, ну понятно, Путину. Український політичний клас. Вона, вибачте, обмовився, він не відчуває потреби з огляду на зовнішні обставини. Мысль понятна, Родина в опасности, а этот подлый политический класс, который изнутри расшатывает страну, он играет на руку агрессору. И тут он оговаривается: вона, а потом типа исправляется: выбачьте, він. Нет, вона. Они сейчас все на вону гонят. И почему? Потому что вона, понятно, Юлия Владимировна, затребовала документы, договор с МВФ. Этот договор никто не может показать почему-то. Ну не можем мы его показать, где-то затерялся. И везут его, но никак не довезут. Вона уверенно занимает первое место сейчас в списке внутренних врагов Украины. И заметьте, ситуация усугубляется. И поверьте, через неделю-две уже прямым текстом начнут говорить о том, что Путин заказал. Хочу наголосити, Москва завжди користалася, і це вірно не лише по відношенню до України, перевагами демократичних систем в сусідніх державах, щоб поглинути їх. Опять-таки, очень интересный аспект. Эта речь как-то так прошла мимо, знаете? Нет, это речь, в которой есть несколько интереснейших аспектов. Петр Порошенко говорит, что Москва пользовалась именно демократическим укладом стран для того, чтобы завоевать их, заграбастать, захапать и раздавить и уничтожить. Поэтому, по всей видимости, по логике Петра Алексеевича Порошенко, с демократией надо чуток завязывать. Не время сейчас, понимаешь, всякие вольности. Война идет. І зараз розхитування ситуації в нашій державі зсередини є одним із надій російського агресора, одним із перевірених способів ведення гібридної війни Кремля проти нашої держави, проти України. Он несколько раз это подчеркнул. И это месседж последних дней. Угроза внешняя отступает перед угрозой внутренней. Внутренняя угроза — это страшнее, это мина замедленного действия. Ну, дальше он рассказал о победах, там все обычно. В країні проведено масштабну декомунізацію. А также мы по своему сценарию теперь празднуем День Победы. Ой, извините, День Победы над нацизмом. І тепер за нашим власним українським сценарієм ми відзначаємо День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні.
Если честно, раньше я слышал, что это сценарий общеевропейский. Если бы мы отмечали, к примеру, 24 апреля, тогда бы это был наш украинский сценарий. Ну то ладно, какие еще у нас победы? 23 февраля убрали. А День захисників вітчизни ми вже не святкуємо 23 лютого. Браво, брависсимо! И я вместе с Петром Алексеевичем пишаюсь тем, как изменилась страна, конечно. Я дуже пишаюся тим, як дуже швидко змінилася країна. Из побед, опять-таки, перечисление того, что сейчас люди больше хотят в НАТО, люди больше хотят в Европу. То есть хотелка увеличилась. Із 13%, які підтримували НАТО в 2013 році, українська нація стала мудріше до того, що це вже 54%. Главное, насколько это приблизило НАТО, вы задумайтесь. Із 32%, які підтримували європейську інтеграцію, українська нація стала настільки мудрою, що вже більше 70%. И это приблизило Европу. В принципе, ну, все. Слава Україні! Отвечая на вопросы студента, Петр Алексеевич Порошенко рассказал историю своего сына Алексея, который в 14 лет внезапно подал сам документы в British Council и среди 1400 претендентов прошел. Колись мій син сам подав документи в British Council для того, щоб взяти участь в конкурсі на навчання в англійській школі Ітон. І серед там 1400 учасників він переміг. Я вообще поражаюсь гениальности детей украинских политиков и околополитической среды. Они гении, потому что если бы даже конкурс был из 140 тысяч, все равно он прошел бы. И из 1,5 миллиона людей выбрали бы именно его, как недавно выбрали дочь Ложкина. Дочь экс-главы администрации президента Порошенко Ложкина также гениальной девчонкой оказалась. И она также учится в Лондоне. В принципе, как и дети Гройсмана. И, конечно же, это благодаря незаурядным способностям к обучению. Ну, а студентам украинским Порошенко советует сходить в АТО. А вам раджу піти до військкомату після закінчення і рік провести в АТО. Своему сыну он год провести в АТО не посоветовал, потому что даже по официальной информации, которая везде была озвучена, сын президента Порошенко провел в АТО 2 месяца. Ну, а я встретил 2 его интервью, где он рассказывает о своей службе. Я туди поїхав добровольцем, я сам, власне, написав з цього приводу заяву. Добровольцем по своей инициативе, по зову сердца. Он это повторил как раз-таки в 2 интервью. Я вам дійсно хочу сказати, що я це робив більше там, за покликом більше там сумління. А где вы служили, Алексей? Де саме ви знаходилися? У яких боях брали участь? Де саме мій батальйон базувався під Краматорськом, як і багато інших частин. Моя частина знаходилась під Краматорськом, але там багато там знаходиться частин. То у меня впечатление, что у него вроде как заученный текст, не? Я був в мінометному підрозділі, ми дійсно мали там напруження біля нас, але це артилерійський підрозділ. Ми там і стріляли. И стреляли, и гуляли. Я дійсно був в мінометному підрозділі в зоні АТО. Звичайно, були певні моменти по тому, що там, наприклад, там я поїхав туди під іншим прізвищем, тому що просив, щоб... Прізвище у мене там було Анісенко. Но рассказывать более подробно нельзя, потому что опасно это. Особливо, знаєте, там розповідати хто, де, що, як, тому що зараз ще операція проходить, багато людей, в тому числі через засоби масової інформації, отримують непотрібну інформацію, непотрібні люди. И все. А отъебитесь от меня, это секретная информация. Потому что вы же представляете, если вдруг боевики узнают, что вот в таком-то подразделении конкретно служил сын Порошенко, то они убьют все подразделение, скажут, за то, что у вас служил Порошенко, всех уничтожим. Но дальше Петр Алексеевич Порошенко рассказывает и о своей службе в армии, и о том, как воевал. Це насправді, от я провів 2 роки в радянській армії. І в тому числі брав участь в бойових діях. До этого никакой информации о том, что Порошенко брал участие в боевых действиях, нигде не было. Вот смотрите, вот здесь вот самая короткая информация, которую я нашел. Втім, в армії встиг побувати президент України Петро Порошенко. Там він відслужив 2 роки. Пройшов армійський... Это одновременно и самая короткая информация о службе Порошенко и самая единственная. Потому что остальную информацию мы можем черпать из печатных источников.
Проходил он службу в Казахстане, в войсках ПВО, в Ахтубинске. Закончил вуз в 89-м, потому что у него произошел перерывчик в учебе. В 84-м он отправился в армию, в войска ПВО, в Казахстан. В 85-м у него родился сын Алексей. Именно по этой причине через год службы в Казахстане его перевели служить в Киев. Ну, а об этом говорят открытые источники, и не какие-то там подзаборные. О том, что он принимал участие в боевых действиях, ну, Петр Алексеевич обязательно об этом упомянул бы хоть где-нибудь. А вообще я знаю, как это было. Вот смотри, он так задумчиво, когда он об этом рассказывает, он так задумался на секунду, ну, типа вспоминал эти. Он задумался, как будто бы вспоминал те самые страшные дни, когда ему приходилось участвовать в боевых действиях. А что тогда было? Короче, в эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Это не первый раз, когда Петр Алексеевич Порошенко рассказывает достаточно интересные факты своей биографии. Я був першим в Києві студентом, який виграв міжнародну наукову олімпіаду, якому дозволили з 3-го курсу вільне відвідування занять для занять науковою діяльністю. Он был единственным в Киеве студентом, который выиграл международную олимпиаду. Ему позволили заниматься научной деятельностью и с 3-го курса вольное посещение занятий. Есть четкий перечень причин, по которым студентам позволяют вольное посещение занятий. Я догадываюсь, что это могло быть, но в принципе, может быть и так, как рассказывал Петр Алексеевич. Кто знает? Був призваний з 2-го курсу. А через 2 роки повернувся на 3-й. Був призваний в 84-му, а повернувся в 86-му. Можу сказати, що після армії це абсолютно інше сприйняття світу. Хочешь стать президентом? Отслужи в армии, друг. Одним із проєктів є створення потужного російськомовного панєвропейського каналу за кошти країн-держав Євросоюзу, який би давав альтернативну інформацію російськомовному слухачу і глядачу. Ну, это уже масштабные проекты пошли. Я помню такой канал отечественный, который должен был нести правду жителям Европы, как он, Украина Tomorrow, по-моему, назывался. И сейчас он уже благополучно закрылся. Іншої джерел інформації просто не існує. Ми повинні давати людям альтернативні джерела інформації. Я не знаю, что предоставит Петр Алексеевич Порошенко в качестве альтернативных источников информации для русскоязычных жителей Европы. Но, в частности, таким источником альтернативной информации, который уже есть, является канал, который вы сейчас смотрите. Всем пока, до новых встреч!